Алексей Полунин, АК «Прибой», представляет морские узлы на парусной яхте. Учебный фильм. Часть первая. Привет! Я Алексей Полунин, яхтенный капитан и инструктор. Хожу в море на парусных яхтах уже более 10 лет. За это время я узнал множество способов вязки морских узлов и теперь хочу поделиться этим опытом. Можно найти много информации об узлах в книгах и в интернете, но узлов сотни, а модификаций еще больше. Справочники вмещают столько сведений, что в них можно заблудиться. Тысячи разных фото и видео содержат массу второстепенных, ненужных деталей, да еще и ошибки. Все это создает впечатление крайней сложности темы и огромного количества времени, необходимого для ознакомления и освоения. В итоге, как показывает практика, большинство людей не знают, как можно использовать узлы, и даже современные моряки предпочитают иметь лишь поверхностное знакомство с этой темой. На самом деле все не так сложно, и, полагаю, вы в этом убедитесь, познакомившись с материалами курса «Морские узлы на парусной яхте». В этом курсе демонстрируются основные узлы, применяемые на современных парусных яхтах. Приводится терминология, классификация, свойства узлов и примеры их использования. Вы узнаете, как правильно держать трос, секреты вязки, приемы развязывания. Я постарался изложить материал максимально доступно, начиная с азов и заканчивая самыми эффективными из известных мне способов вязки. Эти фильмы предназначены для начинающих и практикующих яхтсменов, а также для широкого круга интересующихся морскими узлами и желающих освоить эти полезные навыки. Итак, начнем. Правильный узел имеет три основных свойства. Быстро вяжется, надежно держит и легко развязывается. Познакомимся с терминами. Свободный конец троса, которым начинают вязку узла, называется ходовой конец. Конец троса, неиспользуемый при вязке узла или закрепленный, называется коренной конец. Часть троса, изогнутая так, что трос не перекрещивается сам с собой, это открытая петля. А если перекрещивается, это закрытая петля. Охват тросом предмета, когда оба конца не перекрещиваются, называется обнос. Полный оборот троса вокруг предмета, когда концы направлены в противоположные стороны, называется шлак. Для быстрой и правильной вязки нужно всегда помнить, где в ваших руках находится ходовой конец, а где коренной. Прежде чем решить, какой вязать узел, важно определить суть задачи. Надо ли завязать петлю, чтобы схватиться рукой, либо поставить ногу, или связать между собой два троса, привязать шлюпку к причалу, поднять наверх груз, закрепить неподвижно предмет и так далее. Какие вообще бывают узлы? Бывают узлы для утолщения троса, затягивающиеся и не затягивающиеся узлы, затягивающиеся и не затягивающиеся петли, узлы для связки двух тросов, быстро развязывающиеся узлы, особые морские узлы и другие. Раздел «Узлы для утолщения троса».
Узлы для утолщения троса используют, чтобы трос не убежал в какое-то отверстие в качестве стопора, чтобы можно было удобно схватиться рукой и тянуть трос или залезать по нему. Чтобы сделать на тросе удобную ручку для переноски. Всем известно, как вязать простой узел. Это действительно самый простой узел, который только можно себе представить. Его легко завязать и можно использовать для утолщения троса. Однако моряки стараются не делать этого, так как у него есть два больших недостатка. Если он сильно затянулся, его очень сложно, порой вообще невозможно развязать. Он значительно ослабляет трос, так как создает сильный изгиб. Трос может порваться именно в том месте, где завязан этот узел. То есть, как вы теперь понимаете, простой узел в чистом виде лучше не завязывать. Однако он является, как и узел восьмерка, важной составляющей частью многих полезных узлов. Узел восьмерка достаточно надежен и легко развязывается, и потому часто используется моряками для утолщения троса. Быстрый способ вязки узла восьмерка. Левой рукой, обратным хватом, берем коренной конец и, вращая кисть, формируем закрытую петлю с одним дополнительным проворотом. В конце движения ладонь смотрит наружу. По ходу движения продеваем ходовой конец в образовавшуюся петлю и затягиваем полученный узел. На некоторых толстых и жестких тросах узел восьмерка плохо затягивается и может при определенных обстоятельствах раскрыться. Поэтому для утолщения троса моряки также используют узлы кровавый, стивидорный и реже юферсный, который считается устаревшим, однако обладает хорошими качествами и может быть весьма полезен. Есть несколько способов вязки кровавого узла. Первый способ – самый легкий. Мы начинаем его вязать точно так же, как простой узел, только делаем не один оборот ходовым концом, как в простом узле, а 2 оборота или 3 оборота. Таким образом мы получаем кровавый узел с 2 или с 3 шлагами. После того, как кровавый узел затянут, его легко развязать, если открыть пальцами крайние шлаги, как открывашки. Второй способ вязки кровавого узла. Накладываем указательный палец левой руки на трос так, чтобы он указывал в сторону коренного конца. И начинаем накладывать вокруг указательного пальца и троса шлаги в сторону, куда указывает палец. Мы накладываем столько шлагов, сколько нам необходимо с учетом заранее заготовленной длины ходового конца. После того, как наложили шлаги, мы аккуратно вынимаем указательный палец из полученных петель и вместо пальца просовываем ходовой конец. Затягиваем полученный узел. Если шлаги получились не совсем ровные, их можно разровнять. Узел получается плотный и достаточно объемный. Если необходимо завязать кровавый узел с большим количеством шлагов, например, при изготовлении рукоятки для переноски или рукоятки на тросе, чтобы можно было висеть, схватившись 2 руками, мы можем воспользоваться какой-то палочкой или же простым карандашом. Мы накладываем нужное количество шлагов вокруг этого предмета и после, аккуратно вынув этот предмет, просовываем вместо него ходовой конец. Затягиваем узел.
Не забываем разравнивать шлаги, скручивая узел и подтягивая трос за ходовой и коренной концы. Стивидорный узел. Вначале он вяжется точно так же, как и узел восьмерка. Закладываем ходовой конец снизу коренного конца и делаем вокруг него оборот. В отличие от восьмерки, где мы делали всего один оборот, тут мы делаем два оборота вокруг коренного конца. И только после этого просовываем ходовой конец снизу в полученную петлю. Узел затягивается и образуется конструкция из двух шлагов и петли. Юферсный узел получается из простого узла. Заводим ходовой конец снизу и вяжем простой узел. После этого опять же снизу заводим ходовой конец в полученную нижнюю часть петли и сразу же продеваем его во вновь образовавшуюся петлю вниз. Затягиваем узел. Обратите внимание, что юферсный узел – это комбинация из двух простых узлов, завязанная на одном тросе. Учтите, недостаточно просто знать, как вяжется тот или иной узел. Руки должны запомнить движение. Только тогда вы сможете даже в стрессовой ситуации быстро и правильно выполнить необходимые действия. Вспомните свойства правильного узла, терминологию и узлы данного раздела. Завяжите каждый из узлов 20 раз. Конец первой части.